Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Анна. Это мой канал «Волшебные спицы с Анной». Сегодня мы с вами свяжем вот такой замечательный комбинезончик на круглой кокетке. Здесь у нас получается, что рукавчики также вяжем по кругу. Штанишки, естественно, вяжем по кругу, бесшовные они. И сам комбинезончик тоже до талии вяжется, получается, раздельно, а далее мы соединяем и вяжем по кругу. Получилось такой миленький цвет, такой тоже. В принципе, очень даже Сонечке моей подходит, правда? Давайте, берите спицы, нитки, приступим. Хочу сказать по плотности вязания. Тут у меня получается на 1 сантиметр у меня 3 петли. Я вам рекомендую рассчитать свою плотность и уже по своей плотности понять, да, подойдет к вам, мои расчеты или не подойдут. Так, я начала уже вязать. Здесь все легко, поэтому показываю вам с этого, да, момента. Значит, что? На спице номер у меня двоечка спицы и пряжа Alize Angora Gold. Я набрала 32 петелечки. И сразу начала распределять петли. То есть вы набрали, и сразу первый ряд у нас идет распределение. Как мы вяжем? Значит, первая петелька у нас получается петля кромочная. Далее идет 3 петли планки. Потом вяжем вот такой воротничок стойка. Последние 3 петли тоже идут планки и кромочная. Как мы вяжем вот эту стоечку? Первый ряд провязываем, 1 получается кромочная, 3 петли лицевой, то есть платочная вязка, планка вяжется. Далее самая первая петля после планки идет лицевая, потом 2 изнаночные, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. То есть у нас тут должна быть резинка 2 на 2. Вот. Единственное, что первая петля и последняя вяжется по 1 лицевой. Изнаночные петли все мы вяжем по рисунку. Во втором ряду делаем первое отверстие для пуговички. Как он тоже провязывается. Первую петельку снимаем, далее вяжем лицевой, потом делаем накид и провязываем 2 вместе лицевой. Далее тут тоже по узору. С изнаночной стороны воздушная петля у нас провязывается лицевой, так как это у нас идет планка, и она у нас вяжется платочной вязкой. Так, в высоту мы провяжем с вами 5 рядов. И вот 6-й ряд, у меня сейчас на данный момент 6-й ряд, я провяжу полностью лицевыми петлями. То есть у нас будет и планка, так как она всегда лицевой вяжется, и все петельки также мы провяжем лицевой до конца ряда. Все, и у нас получается, что, значит, воротничок, да, эту, резинку, горлышко, кому как удобно называете, у нас все уже будет связано, то есть готово. Далее мы с вами будем уже вязать наш узор листиками. Так как у нас вяжется круглая кокетка, то прибавления у нас будут идти за счет именно вот узора из листиков. Значит, как вяжется? Я вам еще прикреплю нарисованную схему. Кому удобно, может вязать по схеме, которая будет расположена в углу. Так, первую петелечку мы с вами снимаем. Далее вяжем 3 петли планки. Далее идет 1 изнаночная, потом накид, лицевая, накид. Вяжем 2 изнаночные. Опять накид, лицевая, накид, 2 изнаночные. Накид, лицевая, накид, 2 изнаночные. Накид, лицевая, накид, опять 2 изнаночные. Накид, лицевая, накид, 2 изнаночные, накид, лицевая, накид, 2 изнаночные, накид, лицевая, накид, 2 изнаночные и накид, лицевая, накид, 1 изнаночная и 3 получается петельки
планки. Вот. Значит, что у нас тут получается? Это мы начали, получается, как черенки листочков, да, вывязывать. С изнаночного ряда все петельки вяжем по узору, накиды провязываем изнаночными. То есть накиды у нас с вами должны остаться открытыми. Давайте сейчас еще провяжем вместе. Получается 3 петельки планки у нас вяжется. Далее идет лицевая, так как спереди мы вязали это изнанкой. Вот у нас получается накид, мы его провязываем изнанкой. Далее также идет изнаночная, изнаночная. Здесь, где было у нас изнаночные по изнаночному ряду, это будут лицевые, так что 2 лицевые. То есть как видим, так и провязываем. Накиды провязываются, еще раз говорю, изнаночным и изнаночной обыкновенной. То есть накиды остаются открытыми для того, чтобы у нас с вами вот такие отверстия образовывались. Так вяжем до конца ряда. И не забываем планку провязывать платочной вязкой. А сам узор мы вяжем по рисунку. Так, сейчас я вам посмотрим, сколько у нас с вами тут получилось лепестков. Последняя у нас провязывается тут вот перед планкой лицевой, ну и сама планка провязывается также лицевой. Вот, у нас с вами получается 8 листочков. Можно уже посчитать по вот этим вот накидам. Дальше вяжем наш узор. Первую петелечку мы снимаем. Провязываем 3 петли планки. Далее изнаночная, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, изнаночная. Вот у нас лепесточек, да, уже образовывается. Далее изнаночная, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 изнанки. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, опять 2 изнанки. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные. 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 И последний лепесток, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 1 изнанка, и здесь петли планки. Изнаночный ряд, я думаю, вы сможете провязать самостоятельно. Где накиды вяжем изнаночными петлями. Остальное все у нас вяжется по рисунку. Так, вяжем следующий ряд. Это у нас получается 5-й ряд узора листик. Ну, листики. Так, первая петелька у нас кромочная. Далее 3 петелечки планки. И раппорт узора вот листики. Получается изнаночная, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, изнаночная. Вот, то есть первый листочек мы провязали. Также аналогично вяжутся и другие листочки. Покажу еще раз, и думаю, далее вы сможете провязать самостоятельно. Изнаночная, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, изнаночная. Ну и еще раз. Изнаночная, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, изнаночная. Таким образом вяжем до конца ряда. И изнаночный ряд также провяжем самостоятельно. 7-й ряд нашей круглой кокетки. Также первую кромочную снимаем. 3 лицевые планки. Далее
идет раппорт уже узора, изнаночная, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, изнаночная. Вот. На этом мы с вами завершим уже расширение листочка, и за счет этого у нас также это последнее расширение нашей кокетки. Следующее, еще раз показываю, изнаночная, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, изнаночная. И еще раз изнаночная, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, изнаночная. Таким образом вяжем до конца ряда. С изнанки вяжем петли по рисунку, изнаночные накиды вяжем изнаночными открытыми, для того чтобы у нас образовывались вот такие вот отверстия. 9 ряд. Кромочную снимаем, 3 петли планки. Далее идет у нас изнаночная. Сейчас будем убавлять наши листики. Изнаночная идет, то есть раппорт узора. Изнаночная, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Далее 5 лицевых, 2 петли с наклоном вправо, накид, изнаночная. Еще раз показываю. Изнаночная, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Далее 3 у нас с вами лицевые. Далее 2 вместе с наклоном вправо, накид, изнаночная. И еще раз показываю. Изнаночная, накид, 2 петельки вместе лицевой с наклоном влево, далее 5 лицевых, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная. Так вяжем до конца ряда. Изнаночные петли, изнаночный ряд вяжем по рисунку. Следующий ряд. Первую петельку снимаем, кромочная, 3 петли планки лицевыми вяжем, изнаночная, еще одна изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные. Все, один раппорт мы закончили провязывать. Еще раз показываю. 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном, извиняюсь, влево, 3 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные. Еще раз показываю. 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, далее 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные. Таким образом, каждый листочек вяжем до конца самостоятельно, с изнанки провязываем петли по рисунку. Не забываем, где планка, вяжем платочной вязкой. Так, следующий ряд. Первую петелечку снимаем, 3 ряда планки. Сейчас посчитаем, в каком ряду следующем нам надо будет делать отверстие. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В следующем ряду в начале мы будем делать отверстие под пуговички. Так, далее вяжем дальше раппорт наш. Идет 3 изнаночные, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 петли с наклоном вправо, так вот, 1 накид, 3 изнаночные. Кстати, я здесь ошиблась, в начале ряда 3 изнаночные.
Далее, опять-таки, еще один следующий раппорт провяжу. 3 изнаночные, накид, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 3 изнаночные. Ну и третий раз 3 изнаночные, накид, 2 вместе с наклоном влево, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 3 изнаночные. Как видите, между листочками у нас с вами накид вот вяжется и 6 изнаночных. Вяжем так до конца ряда. В изнаночном ряду вяжем петли по рисунку и встречаемся в следующем ряду. Так, вяжем дальше. Первую кромочную мы снимаем. Здесь нам надо сделать отверстие под пуговички. Первая петелька идет лицевой, вяжем. Далее делаем накид, 2 вместе, следующие 2 вместе лицевой. Все, сделали мы, значит, отверстие. Далее вяжем наш узор. Здесь у нас получается 4 изнаночные. Далее делаем накид. Здесь нам надо провязать 3 вместе лицевой. Вяжем следующим образом. Нам надо сделать, чтобы вот эта средняя петля, вот эта средняя петля, она была сверху. Что мы делаем? Значит, среднюю петелечку переносим на вспомогательную, на вот эту вот спицу нашу, да, рабочую. Снимаем первую петлю, одеваем ее обратно на спицу. У нас вот такая должна получиться как бы как конструкция, да, я ее называю. И провязываем вот третью, первую петлю вместе таким образом. И далее накидываем снятую среднюю петлю на 2, которые вместе провязаны. Вот у нас с вами получилась средняя петелечка посерединке. Далее делаем накид, 4 изнаночные. Все, один раппорт у нас с вами провязан. Дальше вяжем заново, опять следующий раппорт. 4 изнаночные, накид, 3 петли вместе, 3 петли вместе лицевой. Значит, среднюю петелечку мы снимаем, сбрасываем первую со спицы, поддеваем ее. Вот у нас вот так получается. Первая, третья на спице, вторая на вот этой рабочей спице. Далее третью и первую провязываем вместе лицевой. И вторую накидываем на эти вместе провязанные. Далее опять накид, 4 изнаночные. Следующие опять 4 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой, среднюю переснимаем на рабочую спицу, первую скидываем и поддеваем сразу, вот таким образом. Так, вроде как видно хорошо. Далее третью, первую провязываем 2 вместе лицевой и накидываем вторую петельку на эти 2 вместе провязанные. Вот таким образом вяжем до конца ряда. Между листочками должно у нас с вами быть 8 изнаночных. Вот. Получается 4 и плюс 4. То есть между листочками по 8 изнаночных. Провязываем до конца. Изнаночный ряд весь полностью мы провязываем лицевыми петлями. Полностью. Вот, и встречаемся уже в лицевом следующем ряду. Итак, кокетку мы с вами завершили, но нам надо будет еще с вами провязать 2 ряда резинкой такой 1 на 1, но это делается для того, чтобы от вот этих изнаночных петель мы должны будем перейти на лицевую гладь, чтобы как бы немножко было такой переход плавный. Ну, здесь что объяснять? Здесь мы вяжем планку, как обычно, да, лицевыми петлями.
ну и платочной вязкой. И далее после планки начинаем вязать 1 лицевая, 1 изнаночная. И так до конца ряда. Следующий ряд вяжем весь по рисунку. И все, и встречаемся с вами уже в лицевом ряду. Нашу круглую кокетку мы закончили вывязывать. Сейчас я вам скажу, сколько у меня получилось вместе с резиночкой, да, изначально. Где-то 5 сантиметров. Да, 5 сантиметров получается. Сейчас нам с вами надо будет распределить петелечки на перед, рукава, ну, на спинку, перед и рукава. Вот здесь все детали я вяжу по кругу. То есть рукава у меня вяжутся по кругу, штанишки тоже вяжутся по кругу. И в дальнейшем тело мы тоже соединим с вами, будем вязать по кругу. Кто-то говорил, что кому-то удобно, значит, перекидывать петли на вспомогательные спицы, а мне же удобно закрывать петельки, перекидывать на брасовую ниточку, можно перекинуть, в принципе, и на, допустим, булавочку. Но мне, когда я закрываю петелечки на вспомогательную нить, мне так удобнее мерить на куколку. Ну, для того, чтобы закрыть, да, эти петельки, которые пока я временно отложу, мне нужна, естественно, какая-нибудь нитка и крючок. Значит, провязываем до рукавов, до петель рукавов. Да, я не сказала, значит, у нас с вами на спинку идет 11 петель, на рукава получается 22, на перед 22, на рукава 22 и на вторая полочка тоже получается 11 петель. Так, провязываем с вами петли планки. Вот, далее все петельки далее вяжутся у нас просто лицевой гладью. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все, это у меня петельки спинки. Дальше беру вспомогательную нить. Это пока откладываю. Вот, и закрываю 11 петелек. На вспомогательную нитку я переношу. Девочки, каждый делает как ему удобно. Я не настаиваю, но мне удобно именно таким образом сделать. Здесь, значит, еще как можно, ну, если, допустим, забыли, сколько петель, да, откладывать на каждую, да, у нас на рукав и на перед, там на спинку, значит, какой у меня будет, ну, для вас ориентир. Значит, на первую полочку у нас идет 1 лепесток, на эти, господи, рукава идут по 2 лепестка, на перед у нас также остается 2 лепестка, на рукава 2 лепестка и на, получается, вторую планочку спинки тоже 1 лепесток. И мы с вами делим просто вот эти вот между петелечки, которые между лепесточками, да, у нас находятся, делим их просто пополам. И у нас поэтому тут 11, 22, 22, 22, 11. То есть вот, например, закрываете петельки или переносите петельки и там ошиблись. Если да, то ориентируйтесь именно на узор. Давайте я сейчас пересниму все петельки. Как видите, да, я просто закрываю их этим крючком, набрасывая ниточкой. Все, а потом, когда мне надо будет вязать уже рукавчик, я просто эту ниточку сниму, пересниму на спицы и буду рукава вязать по отдельности. Вот у меня рукавчик закрыт, да, петли рукава. Далее просто вяжем, подтягиваем вот эту вот ниточку, чтобы петля была поплотнее, да, у нас здесь. Подтягиваем и вяжем 22 петли лицевой гладью, то есть лицевыми петлями. Доходим таким образом до следующего рукава, и также переносим 22 петли на бросовую нить или же туда, куда вам удобнее, да, это сделать. Все, давайте сейчас это провяжем, перенесем все петелечки, как нам нужно, распределим, вот, и встретимся в конце ряда. Итак,
Мы с вами отделили рукава, у вас вот так тоже должно получиться. Сейчас мы с вами будем провязывать изнаночный ряд. Так, изнаночный ряд вяжется по рисунку, то есть полностью изнаночными петлями. Планки также вяжем мы с вами платочной вязкой. Единственное, что вот здесь вот под рукавами, то есть это 11 12 петля, провяжем 2 вместе изнаночной, и здесь тоже под рукавчиками провяжем 2 вместе изнаночной, для того, чтобы сократить вот это вот расстояние, то есть чтобы у нас здесь не было такой явно там большой дырочки, да. Вот после этого провяжем с вами еще лицевой гладью 6 рядов и встретимся. То есть получается, сейчас наша задача провязать изнаночный ряд и 6 рядов обратно поворотными рядами. Так, мы с вами провязали, вот так у всех должно получиться, провязали эти 6 рядов. Сейчас нам надо сомкнуть в круг. Можно померить на куколку, давайте померим. Так. У меня пока куколки в таких трусиках. Руки до трусиков пока еще не дошли. Вот, смотрите, как смотрится хорошо. Сзади у нас с вами должны быть 2 пуговки. Кстати, девочки, если кому нравится, допустим, кнопки, у меня просто пока нету аппарата, который вот устанавливает кнопки. Вот, можно здесь не делать отверстия, а просто провязали планочку и уже поставите кнопки там, где вам нравится. Вот, почти мы довязали до талии, да, до трусиков, вот так вот получается. Значит, сейчас мы с вами очень даже симпатично, да, согласны? Сейчас мы с вами будем соединять. Как я делаю? Для себя я как бы оптимальный вариант нашла и надеюсь, что вам тоже он понравится. Может быть, кто-то соединяет как-то по-другому. Значит, что я делаю? Я делю, так как все равно будет вязаться изделие по кругу, я буду вязать Magic Loop, да, на 2 спицах. Если кому удобно, девочки, вяжите на 4. На 4 спицах я вязать не могу, и у меня даже нет таких тоненьких спиц. Вот, для того, чтобы соединить вот эти вот 2 планочки, вот где отверстие у нас с вами, это должно быть нахлестом сюда, да. Я что делаю? Я снимаю 4 петельки, то есть кромочную. Вот так подтянем. Так, кромочную и 3 петельки планки. 1, 2, 3. Вот как видите, да, разделила я спицы, подтянула, чтобы было удобно. Все, беру вспомогательную спицу, вот так я ее перетаскиваю. Эту спицу, которая вот эта наша, да, дальняя, я ее вытаскиваю по методу Magic Loop. Вот она у нас получается вот такая вот конструкция. Вначале будет немножко, ну, сложновато, потом я думаю, что вы научитесь. Соединяем вот эти 2 спицы вместе, и наша задача провязать вот первую петлю с 4 петли, с петлей со вспомогательной спицы. Ниточку сюда переносим, чтобы нам было легче. Ну и давайте, значит, вводим в первую петелечку, да, спицу, вводим во вторую петелечку и стараемся вытянуть ниточку. Вытянули, скидываем 2 петельки и подтягиваем. Опять вводим в первую петлю, подтягиваем вот эту вторую петлю со второй спицы и также провязываем просто по 2 вместе. Так делаем со всеми петельками. Тут у нас 4 петли. Вот так. И сюда последнюю. Вот так. Все. Вспомогательную спицу мы убираем. Вот мы соединили. Видите, как получается, да? Все 4 петельки этой планки и этой планки мы провязали вместе. Далее давайте провяжем еще 4 ряда лицевой глади и далее будем делать небольшое расширение.
Мы провязали 4 ряда лицевой гладью. Сейчас наша задача прибавить 18 петель. Так как я, девочки, вяжу на 2 спицах, то с этой стороны мне надо прибавить будет 9 петель, и с этой стороны 9 петель. В принципе, вы можете прибавить петельки равномерно. На спицах у нас с вами сейчас должно быть, сейчас скажу, 46 петель. То есть вы вот эти 18 петель, если вы вяжете на чулочных спицах, то можете распределить просто равномерно. Я распределяю следующим образом. Вяжу 3 петельки лицевыми. Первые, да, вот на первой спице. 3 петельки лицевыми. Потом делаю прибавку из нижней петли. Кому так неудобно вот с этой, да, петельки делать прибавки. Так, вроде как фокусируется, видно, вот с этой петельки. Вот так вот. Тогда можете вязать, делать накид. Но в следующем ряду не забывайте, что эту петельку нужно будет провязать скрещенной. Да, вроде все фокусирует у меня. Вот. Значит, я делаю из нижнего ряда, вот, прибавку из нижнего ряда. Это делается для того, чтобы максимально не было дырочек. Получается 3 лицевые, вот прибавка идет, лицевая, еще одна лицевая, опять прибавка с нижнего ряда, лицевая, лицевая, опять, то есть я делаю через 2 петли прибавку, опять прибавка, лицевая, лицевая, опять прибавка с нижнего ряда, накидываю, провязываю прибавку, лицевая, лицевая, опять делаю прибавку, лицевая, лицевая, еще одну, получается прибавка через каждые 2 ряда. Это у меня так. Дальше сейчас покажу, как получится. И так, получается, я сделала, смотрите, сколько? Сейчас посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это у меня получается 8. И вот последняя 9-я прибавочка у меня идет. И здесь у меня остается по центру вот 4 петли. Я их провязываю до конца ряда 4 лицевые. Еще раз повторяю, что эти 18 петель вы можете прибавить любым удобным для вас способом, да. Разворачиваю я свое вязание Magic Loop. Протягиваю вот эту спицу. Эту вытягиваю и вяжу. Здесь прибавки делаю симметрично. То есть, если я здесь 4 лицевые провязала, значит, здесь у меня прибавка будет после 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Все, и прибавка из нижней протяжки делаю. 1. Так, 2. 3. 4, 5, 6. Идет прибавка после каждой второй петли у меня. Так, 6, 7, вот 8. И 9. И оставшиеся 3 петли я провязываю лицевой. Далее, после наших прибавок мы с вами должны провязать еще 10 рядов лицевой глади. Вот, и далее сделаем еще небольшие расширения. Провязали с вами еще 10 рядов после прибавок.
Сейчас нам нужно будет сделать прибавки по центру. Как вы помните, да, мы здесь с вами соединяли 4 петли вместе, провязывали, да, чтобы соединить планку. И чтобы было полностью все у нас симметрично, нам надо будет с вами 2 первые петелечки вот с этой спицы, где у нас планочку мы вместе провязывали, перенести на заднюю спицу. Получается, 2 петелечки я вот провязываю. Это вот будет сделать легче тем, конечно, как кто вяжет и Magic Loop. Просто вытягиваем спицу и перекидываем петли как бы на заднюю спицу. Все, и у нас немножко смещается центр, и сейчас у нас реально будет все вязаться по центру. Вот, как видите, планочка, она состоит у нас с вами из 4 петель, и 2 петельки получаются, ну, центр будет, это если мы планку сложим пополам. Вот сейчас у нас идеальный центр. Так как мы эти 2 петли перенесли на заднюю спицу, то вот эти 2 петельки, да, вот эти, мы должны перенести на переднюю. Тогда у нас будет ровно все полотно поделится пополам. Когда вы делаете прибавление, в принципе, здесь роли не играет. Но сейчас, когда мы будем уже делать прибавки по центру, то это играет очень даже большую роль. Значит, все. Перенесли, да, сделали идеальный, нашли наш идеальный центр. И сейчас по отношению к 2 центральным петлям, да, это у нас вот с этой спицы, это вот эта петелька и вот эта петелька, да, мы будем делать прибавление. Что делаем? То есть это по спинке будет и по переду. Провязываем первую петельку, далее прибавляем петельку из нижнего ряда, да, или делайте накид, как вам будет угодно. Петельки нижнего ряда вытянула, лицевая. Далее вяжем до конца спицы, то есть у вас там кто на 4, так до конца второй спицы. Вот, и мы с вами делаем прибавку относительно 2 центральных петель уже по центру. Как я вам говорила, нам нужно перенести эти вот 2 дополнительные петли. Я это сделаю вот таким образом. Просто переношу. Так, кто на 4 спицах, там полегче будет. Ну, я делаю так. Я как бы, мне так тоже не тяжело. Вот. То есть все, 2 петельки, которые я перекинула на заднюю спицу, я отсюда взяла тоже 2 петельки, перенесла на переднюю. Значит, не довязывая одну петлю, я делаю прибавку из нижней. Но только здесь, чтобы было у нас симметрично, я делаю прибавку не с этой петли, а вот с этой нижней. Получается, что эта петелька у нас провязана, и я делаю петлю, прибавку вот с этой. Получается, со второго как бы ряда, да. По факту это предыдущий ряд. Вот. Прибавила, привязала лицевой. Разворачиваю вязание. Здесь провязываю лицевую. Далее петельку делаю также прибавку с предыдущего ряда, чтобы она у меня была симметрична. Вот так. И до конца вяжу лицевыми петлями. Вот, довязываем, не довязывая последние петли, опять делаю прибавку. Вот у нас получается. И чтобы получилось симметрично, делаем прибавку здесь уже с нижнего ряда. И как с правой петли. Не с правой, а с левой. Вот кому немножко сложно, делайте накиды, но предыдущий ряд обязательно провязывайте эти накиды скрещенными. Значит, провязываем 2 ряда просто лицевой гладью, опять делаем прибавку. Таким образом мы должны прибавить 3 раза. То есть вот один раз мы прибавили с вами, и в каждом 3-м ряду прибавить еще по 1 разу. Давайте 2-ю и 3-ю прибавку вы сделаете самостоятельно. Если, девочки, еще раз напоминаю, вы вяжете, делаете прибавки при помощи накидов, и вам так легче,
то обязательно накиды в следующем ряду провязывайте скрещенными, чтобы у вас не было никаких дырочек. Все, мы с вами сделали прибавочки. Вот так у нас должно получиться. Вот так вот с боков. Все, и после этого мы с вами можем разделять петли пополам и вязать штанины ну, по отдельности. У меня, так как уже поделено полотно пополам ровно, то я буду вязать, значит, здесь у меня получилось 38 петель. На этих 38 петелях я буду одну штанинку вязать, и здесь буду вязать тоже, ну, вторую штанину. Здесь ничего в штанишках сложного нет. Мы провязываем лицевыми петлями до конца, замыкаем здесь в круг. Эти петельки переносим или на дополнительную спицу, или же так же, вот как здесь я делала, закрываю. Как я буду вот именно так снимать, да, петельки. Все, и вяжем вниз, ну, высоту штанины. У меня получается по моей плотности вязания это около 36-38, ну, петель. И когда я довяжу уже нужную, необходимую мне длину, также вы можете свою длину довязать. Мы с вами встретимся и провяжем вместе манжеты. Вот, вяжите, все, встретимся после того, как отвяжем штанину. Вот, мы с вами провязали нужную нам длину брючек. Все, и сейчас нам нужно будет с вами убавить до манжетика и провязать, сделать убавление и провязать манжетик. Вот, значит, на каждой спице у меня по 19 петель. Я убавлять стараюсь одним способом. В принципе, везде практически я его применяю. Значит, одну лицевую мы провязываем лицевой, следующие 2 петли мы провязываем 2 вместе лицевой. И так чередуем. 1 лицевая, 2 вместе лицевой. 1 лицевая и 2 вместе лицевой. И смотрите, сейчас я вам покажу дальше. Так, 2 вместе лицевой. 2 вместе лицевой, я, видите, делаю как кому удобно. Кому удобно за передние стеночки, делайте за передние. Кому удобно за задние стеночки, делайте, как я, за задние. Так, лицевая, 2 вместе. Лицевая, 2 вместе. И мы заканчиваем лицевой. Заканчиваем лицевой, переворачиваем, да, подтягиваем наши спицы. И здесь точно так же вяжем. Лицевая, 2 вместе, лицевая, 2 вместе. Давайте свяжем до конца самостоятельно и вернемся. Все, убавили. У нас на каждой спице осталось по 13 петель. И сейчас мы с вами начинаем вязать 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные по кругу. Но смотрите, чтобы у вас там вопросов никаких не возникло, я вам сразу покажу, что когда вы будете вязать таким образом, то уже в конце вязания у вас получится, что 2 лицевые и 2 лицевые. Вот, я не хотела делать убавление меньше, да, здесь, потому что будет очень широко тут. И если убавить еще 2 петелечки, да, дополнительно, то будет узко ножка проходить. Вот, поэтому, в принципе, здесь нет ничего такого прям криминального, если у вас тут будут 4 лицевые, да, вместо, допустим, 2 на 2. Вот, если вам так не нравится такое исполнение, да, как вот я вяжу, вы можете здесь сделать и просто резиночку 1 на 1, тогда у вас, ну, не будет вот такого здесь. Но смотрите, оно на изделие в глаза не бросается. То есть, если бы я ну, не заострила на этом внимание, вы бы этого, в принципе, и не увидели. Да, только, конечно, при вязании у девочек бы возникли вопросы, почему здесь нету 2, допустим, изнаночных. Вот я вам объясняю, почему. То есть свяжем с вами 4 ряда резинкой 2 на 2 и закрываем обычным способом. Вот, не сильно туго, но и чтобы не было расхляблено. Все, когда мы закончим с вами стать штанишки, то мы с вами перейдем к работе над рукавами. Все, девочки, комбинезончик таким, ну, эти штанишки мы закончили. Сейчас нам нужно будет перейти на работу
с рукавами. Да, хотела вам всем сказать, и до этого я говорила, да, когда вот вяжете здесь получается небольшая дырочка, да, вот здесь вот. Но с изнаночной стороны это легко, можно ниточкой этой поддеть, той же, которой вы вяжете, и расходиться не будет. Пока я не придумала, как этого избежать. Ну, не знаю, меня все в этом устраивает. Ладно, это реплика от отступления. Так, что нам надо сделать? Нам надо с вами переснять вот эти петелечки, которые мы откладывали. Вот, и я вам покажу, что нам дальше делать. Все, пересняла я спицы, на спицы петли. Вот, и сейчас между вот этими петелечками, чтобы у нас закрыть вот это расстояние, мы с вами поднимем вот так вот поднимем две петелечки. Моя пряжа мне это позволяет сделать. Вот видите, да, как я подтянула? Просто вытащила две петельки с нижележащего ряда. Перекидываем их на спицу и начинаем вязать. Вяжем, девочки, по кругу. Я, в свою очередь, буду вязать 28 рядов этой длины. Рукава мне будет достаточно. Я вам рекомендую одевать на куколку и периодически смотреть. После этого также мы сделаем с вами убавление и провяжем резиночку. Встретимся уже тогда, когда будем убавлять петельки для манжета рукава. Так рукав вяжется просто по прямой, по кругу, без каких-либо убавлений. Рукавчики все довязали до того места, когда мы должны будем делать убавление. Вот для манжетика мы убавим с вами 7 петель. Далее провяжем резиночкой 2 на 2. И встретимся уже с вами, когда нам надо будет закрывать эти петли. Я вам покажу. Тут у меня получается полуэластичным способом закрываю. Покажу вам, как это сделать. Так, мы с вами сделали здесь убавки, да, 7 петель, провязали резиночкой 2 на 2, 4 ряда. И сейчас нам надо уже закрывать петли. Чтобы, вот у нас же куколка не может пальчики сгибать, да, чтобы ручка более-менее проходила свободно, вот, но и при этом не болтался манжетик, будем закрывать эластичным способом. Значит, что это такое? Полуэластичным, как я называю. Значит, лицевые петли мы будем закрывать как обычно, да, провязал, накинул. А изнаночные мы будем закрывать с накидами. Делаем обыкновенный накид вот так раз сверху нахлест. Не на себя этот накид, а от себя, как обыкновенный. Накинули, провязываем изнаночную. Далее сверху накидываем накид, потом следующую петельку. Опять делаем накид, провязываем изнанку. Далее накид накидываем, ну как при закрытии. И оставшуюся петельку накидываем. Лицевые закрываем как обычно. Лицевую сняли, накинули. Провязали предыдущую, накинули. Изнанку с накидами. Делаем накид. Вяжем изнанкой. Изнаночную петлю. Накидываем сверху накид. Ну, протягиваем. И лицевую эту. Опять делаем накид. Изнаночную. Накид. Протягиваем сквозь накид. И сквозь эту петлю. Лицевая, как обычно, без изнанки, без накида. Вот. Ну, также здесь закрываем. Ну, стараемся не сильно затягивать, да, для того, чтобы было нам потом куколке легче одевать. Так, здесь у меня следующая идет лицевая. Также ее, как обычно, закрываю. Вот. Здесь делаем опять накид, еще раз сверху, ну, как обычный. Провязываю изнаночную, протягиваю и сквозь накид, и сквозь эту петельку, которая остается на спице. Опять накид, петлю провязываем, изнанку, протягиваем вот так. Лицевые закрываем как обычно. Изнаночную,
опять петельку. Не забываем, делаем накид, провязываем и протягиваем сквозь накид, сквозь предыдущую петлю. Опять накид, изнаночная. Все, мы закрыли. Все, закончили мы с вами комбинезончик. Нам осталось спрятать кончики, пришить пуговки. Кто пуговки не делал отверстия, тому обязательно пришить кнопочки. Все, и примерить на своих куколок и носить с удовольствием. Все, всем пока!